Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня хочу вам представить новый костюм или комплект одежды для нашей куколки для лета. Назвала я его «Роза мята», потому что, как вы видите, у меня здесь оттенки розового и мятного цвета. Вот вы перед собой видите куколку, на ней повязочка, розочка. Потом есть вот такая вот туника, или можно назвать, маечка, но оно не просто маечка, у нас тут рюшки, штанишки такие вот на завязочках и модные сапожки с ажурной вязкой. Ну и, естественно, такой аксессуарчик у нас есть, вот как вот этот вот рюкзачок. Давайте куколку вот вы посмотрели, как на ней одежка. Там я еще показывала фотографии этой куклы, как на ней все это сидит. И сейчас давайте я о нитках, о самой одежке более подробно вам расскажу, покажу, из чего она состоит, чем оно вяжется и какие ниточки я использовала для этой одежды. Вот такой вот у нас комплект. Начнем с повязочки. Повязочка у нас состоит из самой тесьмы, которая одевается на голову. Она вязана в форме зигзага и венчает ее вот такая вот, можно сказать, чайная роза. Поэтому есть отдельный мастер-класс, как вязать и вот эту повязочку зигзаг, и вот эту розочку. Это все будет. Потом у нас штанишки, типа капри, летние. Видите, они с пояском, завязочкой. Здесь у нас идет небольшое такое украшение, рюшечка. Они одеваются хорошо на куколку. И при желании можно завязать более туго, чтобы они у нас не спадали, никуда не делись. Но они, в принципе, и так хорошо держатся. Потом смотрите, что у нас. Вот у нас, можно сказать, маечка, можно сказать, блузочка, туника. Она у нас вяжется поворотными рядами. Потом у нас здесь две рюшечки. Сверху идет рюшечка по вырезу и обработка края. Застегивается она на пуговички, вывязаны петельки и две пуговички сзади. Вот такая вот у нас маечка. Потом ботики. Я решила сделать такие вот моднячие летние сапожки ажурные. Они вывязаны крючком, обычным методом. Вот низ более такая уплотненная подошва с переходом цветов и верх ажур. И еще я сделала, видите, здесь завязочки, которые можно подтянуть, чтобы оно не упало случайно с ножки. Ну, оно и так не падает. Ну, в принципе, вот при желании можно более сильно затянуть, и они плотно держатся на ножках. Не упадут, не потеряются. Ну и обязательно такой аксессуар модный, как говорится, для молодежи у нас. Вот такой рюкзачок с крышечкой. Он функциональный, смотрите. Его можно открыть. Тут он на завязочках, развязать. Вот он, сейчас расскажу. Вот он развязывается. И в него даже можно что-то положить. Или для куколки что-то положить. Или можно его даже, если вы свяжете такой рюкзачок, можно использовать даже для себя в качестве какой-нибудь мешочка для хранения. Или ключей, или, возможно, помады. А сюда можно еще и флешку положить, кому надо, и не потеряется. Вот такой вот замечательный у нас рюкзачок. Так, значит, смотрите, я вам показала комплект одежды. Он у нас состоит из маечки, штанишек, ботики ажурные, рюкзачок и повязочка на голову роза. Да?
Это я вам рассказала, и сейчас я расскажу, чем вязать и какие я использовала нитки. Так, в этом наряде я использовала в основном пряжу Alize Cotton Gold. Единственное, вот этот вот моточек, это у меня Alize Cotton Hobby. Вот Cotton Gold Hobby. Это маленькие моточки по 50 грамм. А вот это все, это у нас просто Alize Cotton Gold. Получается, это у нас в 100 граммах 330 метров. И состав этой пряжи 55% катона и 45% акрила. Вот такая вот эта пряжа. Теперь по цветам. Значит, смотрите. Вот этот вот цвет, это у нас светлая бирюза. Alize Cotton Gold Hobby. Это 287 цвет. Может быть, камера не очень-то передает. Ну, вот такой. Потом мята. Это у нас Alize Cotton Gold. Мята это 522 номер цвета. Потом у нас светло-розовый 393. Вот этот вот цвет. Ярко-розовый 518. Ну, а белый, обычный белый, там, по-моему, 55 он. Да. Вот. Что касается ниток, да. Вязала я обычными крючками. Вот такими вот 1,5 миллиметра и 1,75. Вот эти вот у меня крючки. Ну и как всегда там ножнички. Вот нужно 2 пуговички для нашей кофточки. Нитки, ну нитки я в основном использую для пришивания и для сшивания. Вот эти вот те же самые, чтобы они совпадали по цвету. Единственное, что я их разделяю пополам. Они тогда потоньше и ими удобнее вышивать. Или зашивать что-то. Ну, вот пуговички на ваше усмотрение. Бусинки, которые я вот использовала вот в этих вот ботиночках, тоже на ваше усмотрение, как вы захотите или не захотите. Вот что я могу сказать. Ну, на этом, в принципе, все, да, по ниткам. Все понятно. Это обычные нитки, которые доступны. Все их знают, все ими вяжут. Я вот как-то привыкла этими нитками. Как-то купила себе набор. И вот они у меня есть, пока еще не закончились. И теперь давайте поговорим еще об одежке. Я расскажу, что да как и какие у нее размеры в этой одежке. Значит, смотрите, те люди, которые связали куколку по моему мастер-классу, они прекрасно понимают, что эта одежка им подойдет. Только я обращаю внимание на то, что вот я куколку вязала и в мастер-классе, и вообще крючком 1,5. И поэтому одежда, соответственно, у меня вязалась или крючком 1,5, или крючком 1,75, смотря что и как, да. Ну, в основном вот эта вот вся одежда вязана крючком 1,5. Аксессуары другим, а так 1,5. Если вы вязали куколку 1,75, то, соответственно, вы должны тоже брать крючок 1,75. Если вы возьмете крючок 1,5, у вас одежка будет маленькая. Это понятно, да? Для тех людей, у которых нет моей куколки, но вдруг им понравился вот этот вот наряд, я сейчас сделаю замеры. И, возможно, на вашу куколку, которая у вас есть, эта одежка тоже подойдет, и вы сможете ее связать. Ну, вот какой тут основной? Давайте вот по бедрам у нас получается 9,5 сантиметра по бедрам. Потом вот здесь тогда получается от линии трусиков до начала ножек у нас 5 сантиметров. И общая длина капри получается в районе 9 сантиметров, да. Вот смотрите, но если по ширине ножки,
Там можно, конечно, варьировать по ширине ножки. У меня штанишки, если вот так 5, ну это получается 10, да? 10 сантиметров. Ну, тут я что уже сказала, значит, умножить на 2. Вот, это по поводу наших штанишек. Потом, ну, давайте рюкзачок, это чисто по размеру соизмеримо, что для куколки. Вот вы видели, как он смотрелся с моей куколкой. Высота нашего рюкзачка получается где-то 7 сантиметров всего лишь. Да, 7 сантиметров. Донышко у него круглое. 4. Ну, это не столь важно. Ну вот рядом с куколкой он смотрится, в принципе, нормально. Не большой, не маленький. Такой нормальный рюкзачок. Потом, давайте я вам скажу. Я вот эту штуку вязала 30 сантиметров. Вот этот вот зигзаг. Ну, это для моей куколки. Как там для вашей будет, посмотрите. И роза у меня примерно получилась 8 сантиметров в диаметре. Да? Вот. Там по мастер-классу, если вам эта роза слишком большая, можно будет уменьшить. Там ничего сложного нет. Просто вы уже будете знать, что из этих ниток, крючком, которым я вязала, и из этих нитей, вот с таким количеством лепестков, роза получается вот такого вот размера в районе 8 сантиметров. Так, теперь по поводу блузочки. Блузочка у нас по обхвату получается, вот если по среднему взять, 19 сантиметров. То есть вот так вот, да. А по длине она у нас будет... сейчас вот с этой стороны удобнее. По длине вот... Ну, не полные 8, 7,5, где-то так длина. Ну, что тут можно еще сказать? Расстояние, если передка, да, вот что спереди у нас полочка, то получается 5 сантиметров полочка, а между центрами пройм у нас получается, ну, в районе 9 сантиметров. Вот. Так что, если кому-то подойдет, вяжите для своих куколок. И последнее, это у нас башмачки. Башмачки — это самое главное, что? Самое главное, это у нас размер подошвы. Правильно? По ножке. Вот, 5 сантиметров. 5 сантиметров. Я вязала плотной вязкой именно на эту куколку. Получилось вот такие вот ботики. Вот. Ну, что еще можно сказать? Я вот это выпустила обзорное видео, чтобы все посмотрели, что нужно для того, чтобы связать такой комплект, чтобы вы определились с нитками, с крючками, хотите вы, не хотите, может быть, вы сделаете замену цветов, может быть, похожие сделаете, найдете ниточки, которые вам необходимы. Вот. Через время после этого видео я начну выкладывать уже мастер-классы. По каждой одежке будет отдельный мастер-класс. То есть получается у нас 1, 2, 3, 4. Будет 5 мастер-классов. И вот это видео обзорное, это 6-е видео, посвященное этому наряду роза мята. Вот. Я вас ознакомила, показала вам все, вы все увидели. Я описание пряжи, ее номера обязательно напишу в конце видео, в описании, чтобы вы могли ориентироваться, чтобы уже было там все записано. Обязательно дам ссылку на куколку, если вдруг кто-то впервые зашел, увидел и сожалеет, что у него нету такой куколки, то я оставлю ссылку, вы сможете ознакомиться с мастер-классами предыдущими. А так вот я вам всю информацию рассказала, показала. На этом буду с вами прощаться. До свидания. Подписывайтесь, не пропускайте. Приходите вязать вместе со мной этот наряд. Всего вам хорошего. Жду на мастер-классах. И пока-пока.